Итак, дорогие друзья, всем доброго раннего утра. Сегодня у меня еще есть силы, и я решила потратить их на то, чтобы дать оберег, который обещала несколько дней назад жителям Армении, которые мне писали. После предательства, совершенного некоторыми лицами по отношению к своему народу, после войны, после стольких жертв, начались катастрофы и катаклизмы. Я об этом сказала в прямом эфире, из-за чего это происходит. И за это забанили мой прямой эфир в знак благодарности. Люди же очень благодарны, да? И на основном канале 2 недели остановился, то есть рассматривают. Мы отправили апелляцию, обычно снимают, если нет оснований, но рассматривают 2 недели. То есть у меня нет возможности там снимать, снимаю здесь. В принципе, я с ума не схожу, я никогда не переживала особо. Во-первых, есть дочерние каналы, которые сохраняют мои работы. Есть сайт мой, есть группа. Но в любом случае омерзительно на душе, когда ты помогаешь людям, даешь им столько, а люди так себя ведут. Невзирая на то, что именно благодаря моему каналу огромному количеству людей помогли сделать операции и многое другое, то есть зрители моего канала. Но им прощается, поскольку не ведает, что творят. Придет время, им будет стыдно за такие подлые поступки, но пока что время не пришло. Ничего случайно не бывает на Земле. Ни катастрофы, ни катаклизмы. Хочу вам сказать, что, как правило, после войн это начинается, когда души ушедших, причем преданных солдат, начинают давать о себе знать. Они начинают мстить живым. Я об этом говорила несколько месяцев назад, меня не слышали. Я вызывала души великих людей, которые об этом говорили, их не слышали. Но все, что они сказали, слово в слово сбывается. Месть. Наказание живым за то, что они так легко и просто предали их память, забыв об их подвиге, начали веселиться, радоваться. Вы знаете, даже в личной трагедии, когда у человека умирает супруг или супруга, не позволяется создать новую семью, новую пару, пока год не пройдет хотя бы. Потому как если раньше времени привести новую жену, она со временем, то есть рано умрет, она через несколько лет точно так же умрет. Это месть той душе, которая ушла. Нельзя веселиться по той причине, что эта энергетика веселья и радости их злит. Нужно иметь терпение и подождать. Не праздновать свадьбы, не рождения, а мы видим, что народы как-то бездушные стали. Они уже не те. Они уже не ценят жертву во имя их, подвиг. И именно поэтому души ушедшие и мироздание мстит живым. И, как правило, катаклизмы, катастрофы начинаются именно после таких вот масштабных предательств и таких вот бедствий, да, столько жертв, столько боли, тем более война, которая была искусственно создана для того, чтобы кое-кто продал земли и получил себе в карман миллиарды, ужасает. Но это истина. И что случается? Человек, который проклят и который правит, мироздание идет против него. Как правило, в истории человечества всегда проклятые короли, проклятые султаны, ханы, когда они сидели на троне, происходили постоянные катаклизмы и катастрофы. Во время правления Ивана Грозного постоянно были пожары, нашествия врагов, постоянные болезни, черный мор назывался. Страшные просто болезни, которые косили
его царства, и люди задумывались над тем, что он проклят. Во времена правления султана Османа, который приказал убить своих братьев, начались ужасные холода, и огромное количество населения Османской империи умерло. Его тоже назвали проклятым, что его правление принесло проклятие. Во время правления султана Мурада Кровавого пожары, наводнения, катастрофы, страшные болезни, которые косили и убили огромное количество населения. То есть, если человек проклят, то мироздание выступает против него и показывает миру, показывает народу, что этому человеку не следует править страной, поскольку пока он будет там сидеть, мироздание будет мстить им за это. И вот чему удивляться, что после такого страшного предательства, когда люди просто погибли ни за что, природа и мироздание мстит живым за их безразличие. Но как быть с людьми, которые абсолютно невиновны, которые ничего не сделали плохого, и им приходится страдать вместе с теми, кто этого достоин? Постоянные землетрясения. Теперь уже очень страшные ураганы начались. И они будут, и они не прекратятся. Потому что такое огромное количество боли, слез, такое огромное количество отрицательной энергии, энергии смерти, энергии внутренней, душевных мучений, оно дает о себе знать. Ставьте себе оберег от землетрясения. Тем, кто живет на сейсмической зоне и у кого в стране начались такие катастрофы и катаклизмы. Есть просто обереги, которые я дарила. Это оберег от землетрясения. Как правило, землетрясение происходит в южных странах. Как правило. Может и в северных бывать, но в основном в южных странах. Поэтому там возможно определенное количество земли забрать себе в мешочек и заговорить. Нужно взять определенное количество земли в красный мешок. В любой не подходит, именно в красный, это цвет крови. Поцеловать этот мешок и начитать. И дома хранить. И каждый день этот мешок вытащить, поцеловать землю и начитать. Начитать 7 раз. И какое бы сильное землетрясение ни случилось, вы и ваша семья останетесь живы. Это очень сильный оберег. Всего-то мешочек земли. Целуя землю, вы просите у нее прощения, усиливаете свою силу с ней. Потому как земля как дает жизнь, как кормит, так и принимает мертвых к себе, так и наказывает, как карает, так и помогает и прочее. Она рождает, она и забирает. Это сильная стихия, впрочем, как и все стихии, но это стихия кормилица. То есть она матерь всех стихий, земля. Итак, начнем. Матерь Земля, приветствую тебя. Родительница наша, кормилица и защита. Ты рождаешь и в объятия свои обратно принимаешь. Матерь наша, родительница, кормилица, прости нас, неразумных. Не наказывай нас. Заклинаю тебя, великая матушка. Обереги меня и мою кровь, и мою семью от своего гнева. Да будем мы сохранны, останемся живы и невредимы в день твоего гнева. Сила земли, спаси нас от своего гнева. Заключаю с тобой союз и спасаю себя и свою семью от землетрясения. Сила земли, нас защити. Гнев земли нас не коснется. Истинно заклято. Еще раз прочитаем. Матерь Земля, приветствую тебя, родительница наша, кормилица и защита.
ты рождаешь и в объятия свои обратно принимаешь. Матерь наша, защитница, родительница, кормилица, прости нас, неразумных, не наказывай нас, заклинаю тебя, великая матушка, обереги меня и мою кровь, и мою семью от своего гнева. Да будем мы сохранны, останемся живы и невредимы в день твоего гнева. Сила земли, спаси нас от своего гнева. Заключаю с тобой союз и спасаю себя и свою семью от землетрясения. Сила земли, нас защити, гнев земли нас не коснется. Истинно заклято. И что бы ни случилось, и какой бы силы землетрясения ни случилось, вы и ваша семья останетесь живых. Только этот оберег нужно повторять каждый день. Потому что землетрясение может случиться хоть когда. А он случится и не раз еще. И запомните, всегда, когда правитель был проклят, мироздание проклинало его народ. Это закон. Никуда не денешься. Если мать недостойна, то и у детей жизнь не получается. А тот, кто правит, есть мать и отец своему народу. Качество человека и качество нации со временем начинает совпадать. Просто запомните. Когда после смерти одной из императриц уличили ее слуг в воровстве, в безнравственности и спросили, почему вы так делали, ведь при матушке вы так себя не вели, они сказали, матушка была человеком, и мы были людьми. А тот, кто сейчас пришел, не человек, и мы не человеками стали. Очень сильно зависит качество человека, который правит, и качество народа. Они со временем начинают совпадать. Поэтому не удивляйтесь. Если правитель дешевая и малодушная личность, то народ становится таким же со временем. И наоборот. И запомните, нет сильной армии, нет трусливой армии. Под руководством никчемных, трусливых правителей, генералов, военачальников любая армия, даже самая храбрая, проигрывает. Под руководством опытного, сильного, достойного правителя и достойных военачальников даже самая никчемная армия побеждает. Это так, для справки, для общего развития. Всем удачи и всех благ.